Кости динозавров и других вымерших животных обнаруживались за всю эпоху человечества. К примеру, жителями Древнего Китая, в Древней Греции и других государств. Но люди сначала не знали об эволюции. До 18 века многие явления объяснялись при помощи религиозных догм. Поэтому считалось, что найденные кости – это всего лишь камни, которые имитируют останки живых существ. Тогда человечество считало, что Земля появилась пару тысяч лет назад, сразу в нынешнем виде. Вы не задумывались, откуда греки черпали вдохновение для своих мифов? Судя по всему, источником этих легенд были кости динозавров. К примеру, отец истории, Геродот, описывал путешествие некого Аристея из Проконнеса. Тот в своем странстве по пустыне Гоби встретился со скифскими кочевниками. Они поведали ему чудесную легенду о местности с сокровищами, которые охраняют суровые грифоны, существа размером со льва и с клювами, как у орлов. Согласно классическому фольклористу и историку Адриен Майер, древнегреческие легенды о грифонах могли быть попыткой людей объяснить найденные там окаменелости. Ведь части пустыни Гоби когда-то хранили большое количество этих сокровищ. И уже в 1992 году натуралист и путешественник Рой Чемпион Эндрюс отправился в очередную экспедицию через Китай в пустыню Гоби, где и обнаружил грифонов. Виновниками этой легенды были протоцератопс и пситакозавр. До появления людей на Земле произошла битва между богами и титанами. И именно так 1800 лет назад писал римский писатель Гай Юлий Солин, что на территории города Полиньи Геракл одержал победу сразу над несколькими титанами. С тех пор их кости выходят из-под земли во время дождя. Долгое время работы римского писателя считались выдумкой. Однако однажды на территории города Полиньи прошелся сильный дождь, и на поверхности Земли действительно появились огромные кости. Палеонтологи распознали в них останки мастодонтов, огромных слонов, которые когда-то давно жили в Евразии, Африке и Северной Америке. Судя по всему, римский писатель описывал именно их кости. Точно так же находки повлияли и на мифологию индейцев Северной и Южной Америки. В легендах племени Лакота говорится, что на территории Южной Дакоты обитал рогатый змей Унгхети. Он вел суровую войну с огромными птицами вакинян, которые сжигали леса и превратили зону битвы в безжизненную пустыню. И от них остались только кости. Ученые предполагают, что эта легенда возникла из-за того, что в землях штата Дакота действительно много костей птерозавров. Еще одна легенда открыла свои тайны. Подобно тому, как следы динозавров в Новой Англии порождали рассказы о первобытных монстрах, следы в Китае мотивировали создание целого фольклора. И его можно разделить на 4 категории: мифические птицы, млекопитающие, растения и боги. К примеру, трехпалые следы тероподов, обнаруженные с 1950-х годов в Чабу, считались следами божественной птицы, по словам местных фермеров. Но божества жили в горах, в округе Чанду, Тибет. Во время строительства шоссе в 1999 году бригады обнаружили несколько крупных следов. Местные жители полагали, что шум беспокоил бога, жившего рядом, и когда божество сбежало, оно оставило следы на камне. На самом деле эти следы от передних и задних конечностей зауропода. Форма и расположение примерно напоминают большой след человека. Так и родилось легендарное объяснение. Также на многих картинах времен Древнего Китая изображены драконы, создания в виде крылатых огнедышащих змей. В 2006 году палеонтологам удалось найти останки динозавра Дракорекс, которые по своему строению очень напоминают мифических драконов. По мнению Адриенны Майер, жители Древнего Китая могли найти эти кости, что и стало причиной появления мифов. Кто же был счастливчиком, официально открывший список находок?
В начале 19 столетия Мэри Энн Мантел, супруга акушера и палеонтолога Гидеона Мантела, сопровождая мужа, заметила что-то блестящее у обочины дороги. Приглядевшись, она увидела в скальной породе крупные зубы. Палеонтолог понял, что окаменелость принадлежала неизвестному науке существу, которое он позже описал и назвал игуанодоном, в честь игуаноподобных зубов. Позже палеонтолог Ричард Оуэн изучил несколько наборов окаменелостей и пришел к выводу, что останки игуанодона, мегалозавра, найденные в середине 1600-х годов и сначала считавшиеся человеческой бедренной костью человека, и также останки гелиозавра принадлежали отдельному племени или подотряду ящеротазовых рептилий, которых он броско назвал динозаврами. Так динозавры получили известность. Однако описанные находки были далеки от первой встречи человека с окаменелостями древних ящеров, разбросанными по земле за сотни миллионов лет до появления людей.